Сейчас я кратко расскажу вам, как привлечь в вашу жизнь деньги. Давайте рассмотрим наши чувства. Когда мы видим перед собой Макдональдс, у нас сразу появляется чувство голода. И вот наши ноги уже шагают за очередным перекусом. Мы живем среди кучи разных символов и талисманов. Наш мир словно окутан ими. Мы постоянно получаем невидимые сигналы, глядя на которые наш мозг включается и заставляет наше тело испытывать эмоции в разных направлениях. Мы склонны полагать, что нами управляет здравый смысл, но на самом деле это не так. Нами просто руководят. Символы и талисманы способны переломить ход событий, и научившись управлять ими, мы становимся кузнецами своей жизни. Это значит, что ваше будущее еще не написано. Ваше будущее в ваших руках. Талисман – это важнейший инструмент в руках человека. Посмотрев на любой талисман или символ, он мгновенно передаст нам свое сообщение. Богатые люди давно уже пользуются этим секретом, поэтому они такие успешные. Обязательно досмотрите это видео до конца. В конце вас ждет полная инструкция, как это работает. А сейчас посмотрите на картину «Черный квадрат» Малевича. Кстати, их 4 штуки в мире. Черный квадрат словно вобрал в себя все образы и краски мира, говорят про эту картину. В памяти зрителей он видится и иконой, и четырехугольным ковчегом, жизнь, смерть, космос, бездна. Каких только образов не подкидывает нам наш ум, глядя на эту картину. Но квантовая физика давно доказала, что это не что иное, как энергия всех тех людей, которые смотрят на эту картину. Именно она и притягивает наше внимание. Вернемся к символам. Командные талисманы. Они очень эффективны для продвижения команд. В спорте это не только вопрос объединения и поддержки. Люди покупают их, чтобы хранить воспоминания. Талисманы могут напрямую общаться с нами, передавать невидимые сигналы. Некоторые символы разговаривают с нами, дают за долю секунды понять, что нас ждет что-то интересное. Мощнейшим талисманом может стать любая вещь, которая нам нравится. Наш ум помнит, что покупая себе M&M's, мы покупаем себе удовольствие. Но на самом деле мир намного шире, и нам нужно только раздвинуть свои рамки. Богатые люди окружают себя самыми лучшими вещами. И тут срабатывает эффект «подобное к подобному». И тогда в их жизнь приходят самые дорогие вещи. Но тут есть секрет, который я вам расскажу в конце видео. Наверное, вы не раз замечали, что у богатых людей висят шикарные картины. Наверное, вы задавались вопросом, вроде бы обычная картина, что такого на ней изображено? Но то, с какой любовью она повешена, в какой красивой раме она висит, с какой глубиной обладатель смотрит на нее каждый день и делает ее такой дорогой. А мы, глядя на такой интерьер, чувствуем некую ауру, исходящую оттуда, как будто окружает невидимая радуга. Она пропитывается любовью, у нее появляется своя энергетика. То есть она заряжается энергией своего обладателя и увеличивается с каждым днем. Человек, даже не обладающий магическими способностями, может сделать себе такой талисман, пропитать его своей энергией, и тогда эта вещь будет работать на него. Я предлагаю сделать нам свои символы и с помощью них менять свою жизнь. Например, как привлечь в свою жизнь деньги. Древнейшим и очень мощным символом роста является дерево. Дерево – это не только непрерывный рост, поддержка рода и надежное укрытие, но и много шуршащей зелени. Можно купить и повесить такую картину у себя дома. А можно нарисовать самому. Переходите по ссылке в описании, мастер-класс «Как нарисовать дерево, не имея навыков». Важно, чтобы эта картина нравилась вам, чтобы вы ей любовались. Повесив ее на стену, нужно правильно выстроить намерение. Например, сказать, что теперь эта картина будет способствовать денежному росту, и поверить в это. Можно пойти еще дальше и усилить это одновременно с этим, открыв накопительный счет в банке, назвав его «Магнит для денег» и откладывать на него 10% вашей прибыли. Деньги – это вселенская энергия.
И если с Вселенной, то есть с природой, взаимодействовать правильно, то эта энергия будет расти. Что ж, а теперь пора рассказать вам те секреты, про которые я говорила в начале. Неплохо было бы добавить их в свою жизнь. Первое, что нужно поменять, это круг общения. Общаясь с более высокими и умными людьми, мы растем. Второе – это пища. Еда не должна быть тяжелой, тогда у нас останется больше энергии. Третье – это спорт. Он очень укрепляет дух. Четвертое – это режим. Кто рано встает, тому Бог подает. И пятое – это добрые дела, ведь добро всегда возвращается.